Всем большущий привет, друзья! Всем привет! У нас новая локация. Сегодня мы немного отвлечемся от нашей темы. Это землянки, избушки. Маленько разнообразим контент. Сегодня я нахожусь у Валерика. Вы задаете очень много вопросов, где он. Ну и сегодня я вам покажу. Красота здесь неописуема. Немного полетаем с коптера, все покажем. Все покажем, что будем делать, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Всем приятного просмотра. Расскажи вкратце, это у тебя что вообще? Что за задумка? Это Это клубника. Этого года, да, у тебя? Да, получается одногодка она даже. Вот, высадили 2 грядки, сделали полив. Нынче я здесь собрал уже примерно 80 литров клубники. Забил все морозильники. На продажу так. Ну, не хотел я на продажу, по идее. Вот сам поел, да. Ребенка накормил. Да, заморозили на зиму. Как бы такой пробный вариант. Набрали несколько сортов и смотрим, какие лучше здесь себя ведут. Сейчас на следующий год будем высаживать вот эту всю плантацию. Гору будем разравнивать и уйдем туда. Все в грядках будет. То есть ты планируешь такими грядками все вот эту Да. засадить? Да, сейчас вот приобрету скоро фрезу, косу. Все буду культивировать тут. В общем, Сделаю перерабатывать. грядкоделатель какой-нибудь, чтобы уже автоматически все будет. Это у тебя уже примерно это. Это уже там сейчас получается скошенная трава. Тут прошли мы фрезой и закрыли, чтобы солнечные лучи не попадали. Ну, чтобы там гнило. И уже где-то в конце августа будем высаживать еще 2 грядки. Клубники, да? Да. А на следующий год, наверное, в мае, уже будем тут как-то расширяться. За разрешение попробовал пару ягодок. И я, знаете, даже так интересно, каждая ягодка свой привкус такой интересный. Какие-то нотки, вот не знаю, у каждого свои. Сегодня мы будем здесь ночевать, взяли с собой палатку. Палатка очень большая, 4 на 2 метра, там с лишним. Палатка очень просторная, палатка прямо заряженная, печка, столик, 2 кровати. Сегодня еще сделаем баньку. И, собственно, надо сейчас первым делом, я думаю, разложить палатку, но уже потом заниматься каркасным домиком. Что здесь находится, еще я расскажу. Здесь вот домик строится, трактор вот в кадре был. Собственно, вот так вот. Боковушки надо. Сейчас наверх также. Да. Ну так, быстро. Ну да, более-менее. Колышко, да?
Сейчас будем устанавливать печку вот сюда. Решили, что уберем эту половину пола, потому что у нас здесь будет баня. А потом уже, когда будем идти на сон, обратно пол пристегнем, переместим сюда раскладушки. Печь же она здесь останется, мало ли, потому что ночи сейчас холодные. Может быть, подтопим. В общем, сейчас пол отстегиваем, устанавливаем печку, устанавливаем сюда перегородку. Палатку можно разделить, получается, на две части здесь. Сделать, допустим, какой-нибудь тамбур, гардероб. Тут же можно и кухню, а здесь чисто спальное место будет. Здесь под дымоход. Здесь кармашки. А что интересно, смотри, дымоход здесь вот так можно установить. А в том отделении вон этот ровно посередине. То есть можно вообще комбинировать как угодно. Прикольно. Так, да? Типа, противопожарный сюда этот лист. Типа дырки что-то не сходятся еще. Это так, да? Палатка не грелась. Да, получается труба, это на трубу ляжет, чтобы вот эта часть не нагревалась. Прикольно, да, москитка так. То есть в лютую погоду, в жаркую вообще можно с комфортом спать. Спать здесь будем? Тут. Печку уже на месте, будем сейчас уже раскладывать дальше. Это у нас кровати и стол остается. Печурку попробуем, испытаем. С виду, конечно, она маленькая, но как себя поведет, еще скажем. Просто это раскладываем.
ровный Прежде чем устанавливать палатку, нужно выбрать идеально ровную поверхность. Здесь маленько плавает. Вот, стол стоит косо, а кровати вроде бы как бы нормально. В принципе, не так критично. А вот на столе не поготовишь. Не, нормально спать нам будет. Кровати нормальные, мягкие, длинные, то есть ноги выпадать не будут. То есть вообще все идеально. Такой чай прям красный, да? Слушай, вообще огонь. Смородина с клубничкой, с липовым цветом. На природе. Вообще сказка. Кстати, солнце вышло. А то как-то днем хмурилось, а сейчас так это ярко прям. Всем приятного чаепития, кто пьет вместе с нами. Палатку мы собрали, полностью расположились. Палатки я уже убедился, что она всесезонная. Подойдет на любое время года, на дождь, пускай там на метель. Очень палатка продумана, она скрепляется со всех сторон, скрепляется колышками, так что в любое время года, в любую погоду палатка будет установлена и никуда она не улетит от ветра. Очень понравилось, что в палатке очень высоко, стенки ровные, то есть нету такого эффекта в палатках, где нужно постоянно нагибаться. Да, мы в первый раз, когда раскладывали, чуть-чуть были трудности, но я уверен, что при раскладывании в будущем это уже будет намного быстрее. И да, палатку очень, в принципе, легко раскладывать, все интуитивно понятно, даже справится девушка. Очень понравилось, что палатка идет двухслойная, это очень большой плюс, когда идет дождь, и особенно когда в палатке вы находитесь зимой. То есть не будет эффекта конденсата или как не будет капать вам на голову все это. Очень понравилось, что в комплекте идет уже пол можно отстегивать при желании и при необходимости. Вот как мы сейчас все это воплотили, здесь у нас будет банька, потом мы все это застегиваем как мы хотим, и получается лежаки мы перемещаем сюда, и здесь будем спать. Очень понравилось, что в комплекте уже идет перегородка, можно улучшить свою зону отдыха, разделить палатку на две комнаты, в одной палатке, допустим, установить баню, либо установить кровати с печкой, а в этой части у вас будет кухня, например, либо какой-то гардероб зимой, где можно будет сложить дрова там и вообще раздеться. Ну, в общем, можно очень комбинировать при желании, можно отстегнуть и вообще находиться здесь в большой компании, до человек 8, наверное, здесь в месяц, да и всем места хватит. Предусмотрено все, даже разделка в крыше в виде огнеупорной ткани. Вот здесь вставляется пластина для дополнительной защиты. В комплекте идет еще огнеупорный коврик, чтобы можно было спокойно ставить на пол, и пол не прогорит. Вот, то есть можно поставить сюда печь и сюда. То есть вообще по-любому хоть как комбинировать. Можно здесь спальные места, здесь баню, либо наоборот
место для одного человека и вот посередине печка. Ну, в общем, мне кажется, друзья, эта палатка подойдет уверенно и на рыбалку, и на охоту, и на простой кемпинг с детьми, с всей семьей куда-нибудь выехать, и не замерзнете, и всем места хватит. Солнышко у нас разыгралось сегодня к концу дня. 36 градусов на солнце. Поставили греться к печке 2 ведра воды. Это нам чисто ополоснуться. Ну, уже камень горячий. Прямо махом, не знаю, наверное, полчаса только прошло. Камень уже прогрелся. Готовим материал к завтрашним работам. Я подтаскиваю доску, она пойдет на обрешетку. Завтра уже будем заниматься крышей. В планах завтра немного, ну как, сколько есть материала, перекрыть крышу. Это сделать черновую обрешетку. Потом, уже когда Валерик привезет материал, уже чтобы крыша была готова, чисто только прикручивай профнастил. Саморезы закончились. Разделал я щучку, здесь примерно, наверное, грамм 800 мяса. Сейчас хочу нарезать на стейки, их замариновать и попозже с мясом пожарим еще рыбки. Что-то в последнее время так захотелось рыбу, что вот, в общем, привезли щучку. Она практически уже разморозилась, и будем сейчас, короче, мариновать и потом готовить на огне.
Мариновать буду самым простым способом. Добавлю масла, добавлю соли и добавлю специй. Все просто. Симпровизировали небольшую лавку. Поставим в баню, будем сидеть греться на ней. Днем, друзья, было очень облачно, наверное, вы это увидели. И ближе к вечеру, к ночи уже небо полностью чистое. Прямо ни облачка, ничего нет. Расскажи зрителям, что такое у тебя здесь вообще намечается, что строишь? Это ягодная ферма. Строю дом каркасный, чтобы здесь жить и заниматься по выходным, а не наездами. Короче, своя заимка у тебя будет, да? Ну, Понятно. Откуда ты землю взял? в администрации взял в аренду. Как? Сельское хозяйство, да? Сельхозназначение. И сколько у тебя здесь? 4 гектара, еще можно добрать 6. В общем, есть где разгуляться, да? Если места не будет хватать, идем ширь туда, в сторону пруда. Каркасный домик планирую закончить до Нового года, как бы заехать уже. Чтоб полноценно жить, да, там, Да. в тепле? Да. А отопление у тебя какое будет? Теплый пол, Теплый пол? Печки, ничего не будет? и электричество. Газ, так, заявление напишу, должны подтянуть. Заявку подал. Короче, коммуникации все есть. Ну, газа нету здесь только. Электричество есть, воды тоже еще нету. Все это до Нового года планируем сделать. Кому интересно, есть у меня свой канал. Канал называется Валера Косолапов. Кому интересно, заходите, смотрите. Чтобы легче найти канал Валерика, ссылки я оставлю под роликом. Посмотрите, переходите, посмотрите, чем занимается. Бурил он скважину, я смотрел, очень интересно. Возможно, будем и на пасеке потом делать водопровод. Так что Валерик у нас технологию эту изучит, и будем потом в следующем сезоне у нас воду проводить. Если у меня здесь получится пробурить скважину, как бы я собираюсь собирать буровую, и потом в дальнейшем хоть как будем бурить уже на пасеке. Так что все может быть скоро. Слушай, камни накалились. Как-то нормально. Нормально, вообще зачет. Не очень прохладно, да? Слушай, я не думал, что так будет.
Вообще огонь, да? Зачет, друзья. Я в первый раз в палаточной бане. Это просто, ну, это реально классно, да? Можно еще, конечно, добавить побольше камней. Главное, чтобы печку не перегрузить. И прямо можно тут, наверное, нормально так, да? Еще веников бы сейчас. Вот такую баню-то как раз на берегу где-нибудь Камы или Да, реки да. какой-нибудь большой, чтоб сразу открываешь и Да. прыгаешь. Баня зачет, палатка зачет. Хорошо. Пора избавляться от комаров, которые у нас залетели. Ставлю фумигатор минут, не знаю, 15-20, и все комары здесь упадут. Вроде бы все на своих местах, освещение мы сделали, мошкары, блин, ужас сколько. Не знаю по поводу вот этих окошек, как делать, вот застегивать вот этот второй слой, либо его оставить, либо закрыть с той стороны, либо оставить окошко прозрачное, которое пока не знаю. Вроде бы, может быть, ляжем будет хорошо тепло, но ближе к утру будет холодно, поэтому тут надо еще немного научиться. Наверное, придется застегнуть, потому что с утра-то будет попрохладнее. Вот, да. Застегну. А там пускай как есть, так и будет. Ну вот так. Мошкары, блин, залетела, ужас. Решили не дожидаться, сразу растопить печку. Даже вот 15 градусов показывает, даже термометр замерз. Сейчас буду разжигать печку, поставлю на тлеющий режим и будем так немножко подкидывать. Что, друзья, у нас уже поздний ужин, запозднились мы сегодня. Сейчас поедим и на боковую. С печкой вообще прямо шикарно, очень тепло, 25 градусов показывает. Поставили на медленный режим. И сейчас что, поедим, да будем спать. Стол мы уберем обратно в тамбур, чтобы он нам не мешался. И, собственно, вот так вот.
Всем доброе утро. Доброе утро. Мы проснулись, встали, уже время 10 час, по-моему. В общем, что можно сказать по ночи? Печку топили, было прохладно, поэтому без печки мы сегодня не спали. С печкой было, в принципе, комфортно, местами жарковато. Жару мы регулировали заслонкой на печи, так что все нормально прошло. С печкой такой точно не замерзнешь. Печки здесь вообще за глаза. Бывало, даже забыли прикрывать приток воздуха, и здесь в палатке было очень жарко. Сегодня нас ночью разбудила лиса. Вот она прямо тут была, где мы жарили шашлыки. Такая хитрая зараза, все там уронила и слиняла. Вроде бы я успел запечатлеть, там хвост было видно. Так что вот, лиса наведывалась еще. Вчера мы хотели спать вообще без печки. В принципе, день-то очень был хороший, теплый. И думали, что обойдемся мы без печки. Но перед тем, как ложиться, мы сюда зашли и поняли, что в палатке стало прохладно. Ну, потому что здесь низинка, и все равно от пруда, от ручья идет влага. И в палатке стало так, ну, некомфортно находиться. Было прохладно. И решили вчера истопить печку. Вообще думал, что использование печи в палатке это очень опасно, но эта ночь показала все совсем по-другому. Вчера, когда мы здесь устроили полевую баньку, мы эту печку топили прямо будь здоров. У нас было открыто полностью поддувало, и здесь шло такое хорошее обильное горение в печи. Находясь снаружи, я ни разу не увидел, чтобы из трубы вылетали искры. Все потому, что здесь в этой печи установлен внутренний искрогаситель. То есть, сгорая, искры вылетая, они оседают внутри печки, то есть и у тебя на выходе только чистый дым. В этой печи идет специальный поддон. Сперва я думал, что это зольник, но как оказалось, это вспомогательный такой отсек. Можно его использовать, допустим, когда ты что-нибудь выпекаешь. Вот, можно запросто засунуть вот сюда, прямо в топку. Можно хранить здесь мелочи, разные спички, там сухой спирт и тому подобное. Ну, любые мелочи. Вот, топочная дверь. Здесь регулировочный диск. Диск подачи, получается, воздуха. Если нужно выйти на режим тления, этот диск просто поворачивается. И тем самым, получается, тление дров идет. Здесь есть небольшой экранчик в виде жаростойкого стекла. Так, снять. Вот. Здесь можно наблюдать, как горит огонь, в принципе, как тлеют дрова. И при необходимости можно добавить, либо убавить. Ну и, в принципе, это окошечко еще создает, получается, камин. Очень красиво. Я, когда лежал, поглядывал, как там горят дровишки. Ручка здесь в виде вот пружины, кстати, нагревается не так сильно. То есть я спокойно вчера голыми руками открывал и вот поворачивал этот диск. У печи есть защитные экраны, они с легкостью регулируются и обеспечивают более безопасное использование печи. Забыл сказать, в комплекте с этой печью есть ограничитель углей. Он устанавливается с внутренней стороны, предотвращая выпадание углей наружу. Вот такая штучка съемная. По желанию можно установить, можно не устанавливать. Ну и раскладушка здесь 1,90 м. Спал я на ней комфортно. Мой рост 174. И скажу вам, что я никуда не падал, ни в бок, не скатывался. Ноги у меня не торчали. Конструкция довольно-таки простая и очень такая удобная, мягкая. Нету такого, знаете, как спишь на матрасах. Очень все удобно. Понравилось, что у нее есть подпятники на ножках. Это, скажем, очень большой плюс. Получается, ты своим весом не продавливаешь пол под собой. Вот, если пол мягкий, вот как в нашем случае, либо, допустим, ты спишь в палатке зимой, получается, под тобой снег, и все равно ножки они продавливают. И что в дальнейшем это скажется на больших отверстиях, дырах в полу.
вот эти подпятники этому препятствуют. Материал палатки это Oxford 4000 и 2000 для внешнего и внутренних тентов. Каркас здесь из авиационного прутка, из алюминия. Все довольно-таки крепко. Конструкция ничуть не складывается. Вот он, алюминий. Решеткой мы закончили, теперь можно уже смело приобретать профнастил, выстилать его. И сейчас будем еще заниматься лицевой частью каркасного домика. Там нужно напилить бруски и эти бруски подшить вот на эти доски, которые стоят вертикально. Там нужно 23 штуки, да? 23 штуки, бруска 50 на 50, и их будем пришивать. И, наверное, еще что-то, да, сделаем? Может, ну, если что-то еще успеем, еще сделаем. Ну, вот такая задача. В принципе, вот главное, это у нас крыша уже подготовлена к монтажу кровли. Подшиваем напиленные брусочки. Здесь 50 на 50. Получается, что доска шла не вся одинаковая. Здесь вот на 200, здесь на 150. И вот этими брусочками здесь увеличиваем, чтобы было все, соответственно, как вот и эта доска. Вот они через раз. Это чтобы потом в дальнейшем имитация бруса была идеальна. К каждой доске прилегала.
первый оконный проем установлен. Осталось еще 2. И задачи на сегодняшний день у нас будут выполнены. Вот такое получается окно в пол практически. Здесь прямо открываются панорамы лесные. Все очень шикарно. Установили 3 проема оконных. 1, 2 и 3. И сделали обрешетку. Сейчас будем собираться домой, складывать весь инструмент, закрывать доски. Так, надо закрыть парники будет и складывать палатку. Классный получился, друзья, кемпинг. Сейчас мы будем уже собираться. Кровати я сложил. Осталось сейчас печку вытащить, убрать всю золу и будем уже складывать палатку. Вот это есть на защелке. Ну и вот так, друзья, в считанные минуты складывается палатка. Палатку складывать намного быстрее, чем раскладывать. Но это в первые разы, потом намного все быстрее будет. Поход наш, друзья, закончен. Спасибо всем, кто оставался до этого момента. Это была новая локация. Надеюсь, вам ролик такой понравился. Заходите в гости к Валерику, смотрите, что он здесь делает. Собственно, в следующий раз мы с палаткой выйдем уже, наверное, на рыбалку. Это на нашу реку Кама. И, в принципе, будем там дальше продолжать снимать. В общем, ночевка понравилась. С палаткой прикольно. В общем, будем пользоваться еще и еще. Ну и увидимся тогда уже в следующем ролике. Это на заимке. Всем пока. Всем пока.